Здравствуйте, уважаемые зрители канала Оздоровления. Я Александр Закурдаев, ученик и соавтор Ивана Павловича Неумывакина. Надеюсь, вы уже подписаны на наш канал. Не забывайте ставить лайки для расширения аудитории зрителей, которые разделяют взгляды Неумывакина на оздоровление и желающих больше знать о его вкладе в космическую медицину. Из моего предыдущего видеоролика о Неумывакине вы узнали подробности его биографии, в частности о том, что он являлся создателем уникального медицинского стационара космической больницы на борту орбитальной станции. Более 30 изобретений Неумывакина с авторами было использовано при создании больницы. Но об этом долгие годы мало кто знал. В условиях космической гонки США в 70-х годах прошлого века все работы в СССР в этой области были засекречены, так же, как и те люди, которые были создателями космической медицины. В их число входил и Неумывакин. Только в 2013 году из его книги «Космическая медицина земной. Как быть здоровым» стало известно, что Неумывакин занимался очень ответственной работой. Он руководил созданием системы оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности. Она стала основой для создания космической больницы на борту орбитальной станции. В этом видеоролике я расскажу, что собой представляла космическая больница, а также о вкладе Неумывакина в ее создание. Также вы сможете увидеть фотографии различных устройств и приборов, входящих в оборудование космической больницы. Создание оборудования для больницы происходило в процессе научной деятельности Неумывакина в Институте медико-биологических проблем Министерства здравоохранения, сокращенно ИМБП, в период с 1965 по 1981 годы. Не все знают, что этот институт был создан в 1963 году специально для того, чтобы аккумулировать все достижения учреждений Академии наук и Академии медицинских наук СССР, Минздрава, Минобороны, вузовской науки и использовать их в космонавтике. Руководителем института назначили академика Лебединского, а его заместителем по науке с 1964 по 1967 годы был Ездовский, который является основателем космической биологии и медицины. Институт стал главным учреждением страны по проблемам космической биологии и медицины. Вскоре после организации института его посетил академик Сергей Павлович Королев, главный конструктор ракетно-космических систем, которые использовались при запусках космических кораблей. Он рассказал сотрудникам института о будущих длительных полетах и о том, что обеспечение здоровья космонавтов должно быть одним из главных направлений научной деятельности нового института. До этой встречи с сотрудниками Королев уже обсудил с академиком Лебединским вопрос о том, кого назначить руководителем этого направления работ. Они решили, что им будет Неумывакин, который имел медицинское образование, опыт лечения военных летчиков, а также опыт создания аппаратуры медицинского назначения. О назначении Неумывакина было сообщено сотрудникам института. Забегая вперед, скажу, что впоследствии Неумывакин стал начальником отдела, который назывался «Разработка средств оказания медицинской помощи космонавтам во время космических полетов и в реабилитационном периоде после полетов». Вот вы можете посмотреть фотографию Неумывакина в его кабинете. Неумывакину была поставлена задача обеспечить здоровье космонавтов при кратковременных и длительных космических полетах на орбитальных станциях, а также создать систему оказания им медицинской помощи. Как эта задача решалась, написано в книге Неумывакина «Космическая медицина земной. Как быть здоровым». В этой книге Неумывакин опубликовал свою докторскую диссертацию по теме «Принципы, методы и средства оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности».
Диссертацию он защитил в 1982 году, только после завершения всех работ по созданию космической больницы и нескольких лет ее эксплуатации на орбитальной станции «Салют-6». В диссертации представлены материалы о научной деятельности Неумывакина при создании различных устройств и приборов, входящих в состав космической больницы. Там же, в этой книге, приведены официальные отзывы различных организаций о диссертации Неумывакина и акты о внедрении в практику космической медицины различных устройств и приборов, созданных Неумывакиным и его соавторами. В основу проведенных Неумывакиным теоретических исследований была положена концепция о том, что среда в космическом корабле резко отличается от земных условий. Это может способствовать возникновению у космонавтов различных функциональных расстройств и заболеваний. В подобных случаях космонавтам требуется проводить лечение непосредственно на борту космических кораблей, причем в условиях невесомости. Для лечения космонавты должны были использовать специальные средства, которые соответствуют условиям космического полета. На начальном этапе создания космической больницы Неумывакину поручили создать портативную бортовую аптечку с этими специальными средствами для кратковременных космических полетов. Бортовая аптечка входила в состав носимого аварийного запаса, сокращенно НАЗ, который находился в изголовье кресла каждого космонавта. Сразу скажу, что бортовая аптечка была создана в 1967 году и поставлялась на космические корабли типа «Союз», а затем и на другие типы кораблей. Вот вы можете посмотреть фото аптечки. Для длительных орбитальных полетов 2-3 человек Неумывакин предложил обеспечивать космонавтов дополнительно к бортовым аптечкам еще и медицинскими укладками со средствами различного назначения. Вот пример медицинской укладки в упаковке можно посмотреть на фотографии. Набор этих средств должен был позволять проводить лечение космонавтов в случае необходимости. Позже набор таких аптечек и укладок стали называть космической больницей, работающих в условиях невесомости. Она вобрала в себя все достижения космической медицины того времени. Неумывакин был инициатором создания больницы. Более 30 изобретений Неумывакина с авторами было использовано при создании больницы. Все средства, входящие в состав космической больницы, должны были отвечать очень высоким требованиям, предъявляемым к изделиям, поставляемым на космические корабли. Главное из них – это ограничение веса и объема. Затем доказательство их эффективности, простоты в использовании, отсутствие побочных видов действия, индивидуальная переносимость, устойчивость к факторам космического полета, в том числе и к перегрузкам, и многое другое. Перед началом разработки средств оказания медицинской помощи космонавтам применительно к условиям космического полета провели анализ, что можно использовать из существующих средств, применяемых в земной медицине. Оказалось, что использовать ничего нельзя. Необходимо было разрабатывать новую медицинскую технику, пригодную для использования в условиях космического полета. Неумывакин предложил привлечь к этой работе по 2-3 лучших профильных специалиста – хирургов, терапевтов, стоматологов, отоларингологов и так далее из научно-исследовательских институтов Минздрава. Они должны были дать свои предложения, как лечить космонавтов во время полета и что надо сделать, чтобы этого не понадобилось. Для реализации такого подхода приказом министра здравоохранения СССР Петровского к этим работам были привлечены специалисты от всех профильных учреждений Министерства здравоохранения СССР и смежных организаций. В число таких учреждений вошли и Институт хирургии имени Вишневского, Центральный НИИ травматологии и ортопедии, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии, Институт глазных болезней имени Гельмгольца, Всесоюзный научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники,
Всесоюзный НИИ акушерства и гинекологии, Второй Московский государственный медицинский институт имени Пирогова и многие другие организации. Сотрудники из этих институтов отвечали за профилактику и лечение болезней с учетом своей специфики. Все привлеченные сотрудники работали без отрыва от своей основной работы в рамках научно-исследовательских работ, ведущихся совместно с Институтом медико-биологических проблем. По инициативе Неумывакина было привлечено около 100 специалистов для участия в совместных исследованиях и разработках в области космической медицины. Был создан, как теперь говорят, временный научный коллектив, которым руководил Неумывакин. Это позволило впервые объединить в единый комплекс клинико-физиологические, фармакологические, физико-химические и инженерно-технические работы, направленные на обеспечение космонавтов средствами оказания медицинской помощи при полетах различной продолжительности, включая 185-суточный полет. При непосредственном участии Неумывакина или под его научным руководством велись комплексные исследования и работы по созданию необходимой медицинской техники. В результате произведенных исследований было определено, что поставленную задачу обеспечения здоровья космонавтов в полетах можно выполнить, только зная пределы физиологических изменений у здоровых людей при различных экстремальных условиях. В рамках этих пределов надо было определить грань между здоровьем и началом заболеваний при воздействии на их организм различных экстремальных факторов, чтобы избежать нарушений работоспособности космонавтов. Изучение пределов физиологических изменений у человека проводилось на людях, которые вынуждены были находиться в экстремальных условиях. Это были люди определенных профессий, которые составляли ограниченные по численности коллективы, сопоставимые с экипажами космонавтов. Среди них были участники арктических и антарктических экспедиций, походов в пустынях, горах и на лыжах к Северному полюсу, плавание в открытом океане на папиросных лодках «Тигрис» и «Ра». Сейчас мало кто помнит, что в этих плаваниях участвовал Юрий Сенкевич, сотрудник Института медико-биологических проблем, изучавший поведение человека в экстремальных условиях. Многие люди помнят его как ведущего телепередачи «Клуб кинопутешествий». На фотографии Сенкевич вместе с Неумывакиным космонавтом Рукавишниковым после его полета. Среди участников экспериментов были и спортсмены, которые готовились и выступали на соревнованиях. Команды спортсменов, особенно участники Олимпийских игр, это малые, до 8 человек, группы велосипедистов, боксеров, гребцов. Все перечисленные группы состояли из здоровых людей. Неумывакин давал им определенный набор лекарственных средств и просил представить отчет о том, что с ними случилось, насколько эффективны были те или иные лекарства. Все эти материалы поступали к Неумывакину и обрабатывались. Таким образом, он анализировал состояние этих людей для понимания того, что с ними происходило. Неумывакин экстраполировал эти данные и потом прогнозировал возможные и вероятные состояния у космонавтов при групповых полетах различной продолжительности. Кроме перечисленных групп людей, в изучении пределов физиологических изменений у человека и его возможности действовать в экстремальных условиях участвовали испытатели отряда космонавтов 0. Эти работы Неумывакин курировал сам. В отряд отбирали солдат и сержантов срочной службы, у которых было отличное здоровье. С участием испытателей отряда изучалось поведение человека в предельно допустимых для человека различных условиях, например, в измененной газовой среде, при различных перегрузках на катапульте и центрифуге, в баро- и сурдокамерах и при многих других воздействиях. Я был знаком с испытателем из нулевого отряда Сидоренко, который служил в отряде в 1962-1964 годы. Меня с ним познакомил Неумывакин, когда я снимал видеоролик в его квартире.
Основная работа Сидоренко заключалась в изучении высотных воздействий на организм. Например, при разгерметизации в полете самолета или космического корабля время декомпрессии составляет половину секунды. Выяснили, что надо успеть сделать испытателю за эти полсекунды – выдох или вдох. Оказалось, что чем меньше воздуха в легких, тем легче переносится это воздействие. Были и многие испытания подобного типа. Но самым главным своим экспериментом Сидоренко считал пребывание в среде, моделирующей условия невесомости. В этом эксперименте его помещали в воду на глубину 30-40 см, а сверху над водой выступали только рот и мочки уха. После пребывания в таких условиях более 10 суток, что являлось мировым рекордом, кожа у Сидоренко пластами отделялась от тела. Другие испытатели переносили перегрузки в центрифуге 26-29-кратные весу собственного тела. Такие перегрузки возможны при неуправляемом спуске космического корабля. Эксперименты проводили таким образом, чтобы они оканчивались с ожидаемым эффектом и благополучно для его участников. Впоследствии двум испытателям было присвоено звание Герой России. Практически у всех испытателей в экспериментах наблюдались астеноневротические состояния, стоматологические расстройства, функциональные изменения, сократительные и моторные функции систем пищеварения и другие состояния. Степень их выраженности находилась в прямой зависимости от длительности ограничения двигательной активности. Было установлено, что заболеваемость людей, находящихся в различных экстремальных условиях, имеет много общего с заболеваемостью космонавтов. Опыт медицинского обеспечения космических полетов подтвердил полученные данные о сходстве в направленности функциональных изменений и заболеваемости у космонавтов в полете и ограниченных коллективов, длительное время находящихся в автономных условиях, о которых я уже говорил. На этой основе, а также на основе клинических материалов по неотложным состояниям у практически здоровых людей и методов математического прогнозирования был сделан прогноз вероятности возникновения функциональных расстройств и заболеваний у космонавтов. Наиболее вероятными являлись простудные заболевания, острые заболевания зубов, болезни кожи и подкожной клетчатки, астеноневротические состояния, травматические повреждения костного скелета и тому подобное. На этом сделаем перерыв, я продолжу в следующем видеоролике. В заключение напоминаю, что в наших книгах авторы Неумывакин и Закурдаев «Беседа о здоровье и долголетии. Медицина здоровья от космического врача», вот эти книги, есть информация, которой достаточно для оздоровления. Они ежегодно переиздаются и есть в продаже. В электронном виде книги можно заказать на сайте, ссылка есть в описании каждого видеоролика. Также ссылки есть в правом верхнем углу изображения ролика, вот здесь. Надо нажать на значок, и они появятся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если считаете информацию ролика интересной и полезной. Будьте здоровы, с вами был Александр Закурдаев.